Прошел ровно час с момента, как мы растопили эти печи. Вот. В каждой печи у нас лежат камешки. И теперь мы термопары, рассчитанные на 1000 градусов, посмотрим, до каких температур мы смогли разогреть наши камешки. Ну, начнем с Харви, с верхнего камня. Опускаем туда нашу термопару и получаем... условно 200 градусов, наверное, да. Даже чуть больше. Но я думаю, что до 250 дойдет. Замедляется. Ну, все. Замедлился. Да, ну, 230 пусть будет. Вот, соответственно, эту же термопару мы погружаем поглубже. У нас прям в глубине каменки есть еще один камень просверленный. Это у нас так называемый камень Черный принц. Засверлен он везде одинаково. На одинаковую глубину по сверлу. Ну и здесь, естественно, у нас получаются результаты гораздо посильнее. Я думаю, что 350 цифру мы, если не покорим, то примерно, наверное, приблизимся к ней. Нет, к 150 мы не приблизимся. Ну, условно 300. Ну, в принципе, обычный нормальный результат, который показывают такие печи. Переходим к печи Вира. У нас здесь тоже один камень лежит повыше, один камень лежит внутри топочки. Вот, термопара у нас остыла. И смотрим сюда. Кладем и ну, бодренько так, бодренько. У нас получается, ну вот, 350 мы точно сейчас с вами получим. Не получим. Ну, будем считать, что 330 здесь будет точно. Вот, сейчас она подостынет. Вот, и мы так, немножко подраспутаем ее. Вот, и опустим ее в глубокую часть каменки, где у нас тоже камень есть, засверленный. Вот, и получим там результат сразу. То бишь, рекорд Харви побит. Побит он достаточно сильно. Я думаю, мы получим уже 430 даже градусов. В принципе, очень горячая печка получилась. Все. Тоже замедлилось нагрев. Ну, условно 412 градусов. Вот мы зафиксировали здесь. Переходим к нашему третьему подобному экземпляру. Вот. Соответственно, у нас наверху температура 200. Ну, примерно как на Харви. Ой-ой-ой. Горю от конвекции. Очень горячая печка тоже получилась у ребят. И внизу у нас скромные значения. Ну, наверное, они обусловлены таким понятием, как вентилируемая каменка. Ага, 200 градусов. Но конвекция прожигает руку. Давайте посмотрим еще раз, какая конвекция. Я абсолютно не шучу, реально. Руку здесь не удержать. Я подержу вот здесь вот термопару. Вот так вот, чтобы она вся была в плоскости. Тьфу ты, нерегулируемая. Она сейчас находится вся в области вентилируемой каменки и показывает
150 градусов, даже больше, 160 уже. Ну, то бишь, в принципе, достаточно, что та печь горячая. Все. Теперь мы полностью набьем топку дровами, откроем зольники, вот, и посмотрим на скорость прогорания дров в этих 3 печах. Ну и, соответственно, еще разочек снимем температуру. К сожалению, вам, наверное, не удастся услышать, вот, но если прислушаться к тому, как горит огонь, то, наверное, все-таки максимальная тяга у печи костер. И она достаточно мощная, слышится издалека. Вот. А из этих 2 печей тяга, пожалуй, самое худшее это вот у Харви. Ну и естественно, если мы прислоним ручку к дверце, она хоть и не обжигает, но достаточно горячая. Вот. У костра она практически холодная. Ну так, надолго руку не удержать. Здесь очень горячая, ну и у Харви, естественно, не прислонить. Сейчас печки работают в очень жестоком режиме, то бишь максимально, зольники у всех выточены. Огонь уже охватил все камеры, вот, и мы с вами еще раз посмотрим температуру внутренних камней. У Харви у нас будет ну вот мы, грубо говоря, 300 градусов мы дойдем. При этом температура плиты, на котором лежит камень, у нас составляет у нас чуть более 400 градусов. Переходим на печь Вира, опускаем термопару в нижний камень. Вот. Опускаем Виру термопару, получаем 360. Боюсь представить, сколько мы получим на плите. 400 градусов мы получим, наверное. Не получим. Очень горячая печка. Снимаем температуру плиты. У Виры температура плиты. Удивительно, но 350 градусов. Как-то так. 400 условно. Если мы, видите, я же горю, поставим на верхнюю плиту. А на верхней плите-то у нас показатели подобрались к 500 градусам. Да, 500 градусов. Отличная горячая печка у ребят из Йобурга получилась. Так, и переходим к нашему последнему испытуемому. Вставляем термопару в камешек. Получаем что-то. Получаем что-то 250. И давайте плиту померим там, где, по идее, у нас будет получаться наиболее эффективный пар. Как заявляет производитель, мы даже сдвинем термопару поближе к дымоходу, чтобы попасть, наверное, в максимально горячую зону. И получим, что получим.